Изменение громкости с наушников и игровой режим. Они сделали даже внешне что-то новое. Полупрозрачный пластик крышки бокса выглядит очень хорошо. Минимальные габариты самих вкладышей, которые, конечно, очень сильно напоминают Huawei FreeBuds 3, радуют. Быстрая зарядка с хитрой рекламой. 10 минут заряда, 8 часов звучания, что даже с оговорками производителя не соответствует действительности. Но в то же время быстрая зарядка и правда есть, и играют они после этого долго. За этот ценник лучшие вкладыши по качеству материалов, удобству и задумке. Но, как всегда, есть минусы. Сейчас подробно обо всем расскажу. Tube 855, всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет. Напоминаю, раз в месяц я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Сейчас в розыгрыше есть еще часы и топовые наушники. Все условия всегда в описании. Подписывайтесь с колоколом, обзоров стабильно минимум 5 в неделю. И сейчас все, что нужно знать о новых наушниках Oppo Enco Air. Упаковка приятно красивая, такую даже дарить в радость. И вы уже, наверное, заметили, у меня китайская версия ушей. Глобалки в продаже я пока не видел, и неизвестно, когда она еще появится. Программу нужно качать будет по QR-коду в инструкциях. Хейп для управления наушниками бренда BBK из Play Market пока эти уши не видят, ее нужно скачивать APK-файлом, как раз по этому QR-коду. Но тот, что скачивается, подключает к себе наушники отлично и быстро. Программа сама на английском языке, но там сложно не разобраться. Новой прошивки мне пока лично не прилетало. Картон коробки тактильно очуменный. Вот что происходит, когда производитель местами старается. Вскрыли внутри наушники, бокс для зарядки, кабель для зарядки Type-C и инструкция, которую, как вы понимаете, нельзя выбрасывать. Там нужный нам QR-код. Скачали по QR-коду программу и подключили к ней наушники. Обновили, если нужно, прошивку и удивились от того, что там почти ничего нет в этой программе. Только переназначение этапов, которых здесь и так не с лихвой. Есть вещи, которые вас в этих ушах еще порадуют, но программа однозначно не из них. Удобно, что в проге виден заряд наушников и бокса. Помимо заряда вы можете назначить тапы. Среди функций управления громкостью, перелистывание треков, плей-паузы, вызов голосового помощника и активация игрового режима. Все настроили, и как информация, анимация здесь есть, но только с телефонами Oppo, притом возможно только с китайской прошивкой телефона. Не факт, что на глобалке работать анимация будет. Смотрим на бокс. Крышка прозрачный пластик, люфта у нее нет, но гнется просто. Пластик матовый, приятный в кармане носить очень даже удобно. Бокс умный, уши подключаются после открытия крышки, никаких кнопок сопряжения, к сожалению, нет. Диод состояния заряда, учитывая наличие программы, довольно бесполезная штука. Если придираться, первые сутки бокс слегка пах химией. Вытряхнуть уши из бокса сложно, достаются же они просто и одной рукой. Оставшийся заряд виден в программе, как я уже говорил. Бокс здесь емкостью 440 мАч, и хватает его на 4 полных перезарядки наушников и еще на половинку. Наушники заряжались с 0 до сотки каждый раз менее часа. За 10 минут заряда лайфхака, как обещал производитель, не получилось. Для начала Oppo имеет в виду 8 часов проигрывания музыки после 10 минут заряда при использовании их последовательно, левой и правой. Правда, не особо честно. В целом, по моим тестам, наушники в паре после 10-минутной зарядки играли ровно 1,5 часа на 100% громкости, на которой я бы вам их не советовал слушать. Она здесь с легким перебором, пусть и не сильным. На 100% громкости уши отрабатывали на одном заряде 100% зарядки ровно 4 часа 40 минут, что вполне достойно. За первые 4 часа наушники поедают на 100% громкости 20% заряда, а последние 20 улетают за 40 минут. Наушники. Сборка издалека кажется отличной. Вблизи, конечно же, швов много. Поверхность глянцевая, размеры и вес минимальны. Все видите сейчас на экране, в ушах они сидят удобно. Доставать, несмотря на то, что они глянцевые, из бокса довольно просто. Подключение молниеносное, по одному наушники работают. Первые сутки, так же как и бокс, пахнут китайской химией, правда слегка. Bluetooth самой новой версии 5.2. Через 2 стены наушники ловят свободно. Микрофризов, заиканий и глюков у меня с ушами не было. Переподключение между левым и правым происходит бесшовно. По одному, конечно же, они работать могут. Кодеки только AAC и SBC. При активированном игровом режиме видимой задержки в YouTube и играх нет. Вот вам пример задержки. Микрофоны относительно хорошие, вот вам пример работы микрофонов. Улица, идет дождь, не сильный ветер, но я нахожусь в капюшоне, конечно же.
иду по направлению к дороге, и вот так примерно вас будет слышать собеседник рядом с довольно оживленной трассой во время дождя, то есть вы представляете, какой здесь шум. Но это примерно на расстоянии, наверное, около 15 метров. Если я подойду вплотную к кольцу, то будут вас слышать примерно вот так. Если вас хоть как-то будет слышно, точнее, если меня хоть как-то слышно, значит, с собеседником вы разговаривать сможете. И здесь уже вопрос, как наушники отрабатывают в помещении, потому что микрофоны, ну, по мне, неплохие. Я по ним разговаривал в очень плохих условиях, и я не скажу, что они не справляются. Я скажу, что как раз они справляются. Работа микрофонов беспроводных наушников Oppo NKR в помещении, в принципе, пригодном даже для записи, более-менее. В нем именно сегодня я записывал. Понятно, что мебели нет, но дверь уже есть, эхо уже не такое лютое, и по большому счету вы меня слышать должны хорошо, и я уверен, что вы меня хорошо слышите. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, когда вы будете по ним разговаривать. Я по ним говорил, это было комфортно, это было удобно. В первую очередь, наверное, было удобно по причине того, что они сами по себе маленькие, первый момент. Второй – это то, что звуководы, конечно, близко к источнику звука, и в принципе весь концерн BBK не делает супер плохих микрофонов, ну кроме вчерашнего обзора на вот эти вот затычки их блестящие, Neo 2 или 2 Neo правильные. Вот так примерно, в общем, вас будут слышать в помещении именно в этих ушах, и я уверен, что микро для помещения достойно. Звук. Здесь я бы сказал легкий минус. Не отрабатывают они лично для меня на свою стоимость. Слышал я и лучше. Средние без претензий, для вкладыша они хороши. Но высокие на максималках начинают шуметь кашей, а низких частот практически не слышно. В целом я уверен, что с новыми прошивками они это дело улучшат. И вроде за этот ценник нечего просить большего. Громкость с запасом, в целом дешевым звуком не назвать, объем присутствует. В общем, спишем на то, что я закушался. Но те же последние вкладыши от Halo, обзор на которые вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, играют значительно лучше на данный момент. Намного лучше. Цена по ссылке в описании к видео на наушники Oppo в районе $39 с бесплатной доставкой. На сейлах они продаются дешевле. Если будет на них промокод или интересная цена, скину в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Подписывайтесь. Там много чего интересного появляется. Минусы. Нет сенсоров приближения и вместе с ними автопауза. Как меня вчера спросили в комментариях про новые уши Realme 2 Neo, с обновами, может быть, автопаузу завезут? Нет, с обновами сенсор приближения появиться у вас физически не может. Нет шумоподавления, как во фрибатсах третьих, понятно, там и цена другая, и нет функции прозрачности, как у Edifier, и они тоже были дороже. Блестящие контакты ножек многих могут раздражать, есть, кстати, черный цвет, и это плюс. Нет функции мультипоинта, защита от влаги скромная, IPX4. Анимация только в телефонах Oppo, скорее всего, с китайской прошивкой. Резюмирую, вы заметили, как я каждый раз размещаю минусы в конце, чтобы никто о них не забыл, и это хорошо. А эти уши я вам советую. По сумме факторов уникальный внешний вид и неплохие микро с добротной автономностью. Звук 9 из 10 посчитают, я уверен, достойным. А чего еще нужно? Завтра на обзор будет очень выгодный телевизор. Подключайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.